Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень вкусную мелкую выпечку. Когда готовлюсь к праздникам, я заранее всегда готовлю мелкую выпечку. И сегодня тот самый случай. Мы будем готовить печенье с джемом. Очень вкусно. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Печенье получается рассыпчатое, и нежный ароматный джем кстати к этому печенью. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 110 грамм сливочного масла комнатной температуры, 82% жирности, отправляем в емкость. Сюда же добавляем щепотку соли для баланса вкуса и добавляю 70 грамм сахарной пудры. Все растираем лопаточкой либо вилкой. Это идеальное песочное тесто для печенья. Любой формы можно готовить, и с джемом, и с повидлом. Внутри с орешками можно. Очень вкусное. Это идеальное тесто песочное для печенья. У меня на канале есть очень много разных рецептов печенья. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Посмотрите. Возможно, вам понравится. Это все проверенные и выбранные рецепты. Готово. И сейчас сюда будем добавлять яйцо. Это печенье готовится очень быстро и легко из тех продуктов, которые есть практически в каждом доме. Добавили одно яйцо и желтки и белки вместе. Яйцо по объему может отличаться, мука может отличаться. Поэтому всегда смотрите на конечный результат, какое должно тесто получиться. Все хорошо смешиваем. Если вам сложно это делать лопаткой, можно сделать венчиком, помочь себе. Вот так у нас выглядит тесто. И сейчас сюда же добавляем 180-200 грамм пшеничной муки высшего сорта. Все сразу не добавляю. Всегда просеиваю перед применением. И сейчас собираем в комочек. Долго месить не будем, нам нужно самое главное быстро собрать в комок. Можно это делать руками. Лопаточка нам уже не понадобится. И сейчас быстро собираем в комочек тесто. В данном случае муку добавляю все 200 грамм. Если у вас сильно липнет к рукам, я уже говорила, что яйца и мука могут отличаться, у вас должно беспрепятственно собраться в комок теста. Если сильно липнет, добавьте еще немножко муки, но не забивайте мукой. Вот практически тесто собралось комочком. Где-то грамм 10 присыплю еще муки, соберу все и готово. Я добавила еще 15 грамм муки. Вот тесто собралось в комок. Его долго мять не нужно. Посмотрите, какое оно. Очень красивое, очень нежное. Все, мы больше его не мнем. И сейчас целлофановый пакет. И буквально на минут 30 отправляем в холодильник, чтобы стабилизировалось. Чтобы можно было печенье формировать. Тесто стабилизировалось. И сейчас делим на кусочки. Где-то 40 грамм. Должно получиться 10 печенюжек. У нас получилось 12 кусочков по 35 грамм. Скатываем шарик, быстро это делаем. Вот такой, с грецкий орех. И так скатываем все шарики. Выкладываем друг от друга на расстоянии, потому что мы их еще немножко будем распластывать. По 3. У нас не присутствует в тесте разрыхлитель, поэтому вот так выкладываем. Я пресс окунула в муку. Вы можете стаканчиком, можете пальчиками, вот так, слегка. Хвостик от ложки буду использовать сейчас. Вот такая ложечка у меня. Я ее обваливаю в муке, чтобы не прилипало тесто. И будем формировать сердечки. Вот так. И теперь немножко придавливаем. Вот такое сердечко у нас получилось. Кармашек для джема. И теперь следующие. Делаем точно так же. И теперь дорисовываем внутреннюю часть, нижнюю, чтобы получился красивый рельеф. Такое печенье можно приготовить в качестве подарка тем, кому вы очень любите. Вот такое нежное послание с любовью, сердцем, с душой. Я буду выкладывать красивый красный джем, можно вишневый. Вот такой вот яркий красный джем. Вот так ложечкой. И распределяем. Вот так немножко подравниваем, чтобы оно ровно
по форме села. Маленькой ложечкой очень удобно это делать. У меня вот такая ложка малюсенькая. И посмотрите, какая у нас тут красота. Все готово. Я сделала 2 порции теста. И сейчас второе тесто, такое же, буду оформлять цветочками на втором противне. Заготовочки у меня готовы. То же самое, 12 штук. И сейчас мы будем формировать цветок. Обмакнула в муку. И вот так выдавливаем цветок. Очень красиво такое печенье на праздничный стол. Я готовлю обычно впрок. Вот посмотрите, какая красота. И со всеми печенюшками делаем то же самое. Серединку утрамбовываем, чтобы хорошо садился джем. Вот так у нас уже все практически готово. И заполнять я буду апельсиновым джемом. И вот так аккуратно распределяем. Наполнением у вас может быть любой джем, даже творог. Только в творог нужно будет добавить немножко сахарку и яйцо, чтобы схватился. Сначала ложкой выкладываю джем, а потом будем распределять аккуратно, чтобы все село по рельефу. Такое печенье вот приготовили впрок. В герметичной упаковке можно держать даже неделю-две. Такая красота. В качестве подарка готовится легко, просто, очень просто. Посмотрите. А какая и прелесть получается, вкусно, красиво. И вы однозначно удивите тех, кому подарите. И посмотрите, какая у нас тут солнечная красота получилась. Какие апельсиновые цветочки у нас. Просто прелесть. И сейчас отправляем в духовку на 180 градусов. Выпекать будем 12-15 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Включаем вверх-вниз. Печенье наше готово. Посмотрите, какое оно красивое. Оно выпекалось ровно 17 минут. И первая партия тоже готова. Сердечки. Посмотрите, какие они красивые. Великолепно испеклись снизу. Очень румяные, красивые и нежные. Здесь вы видите, у них очень сжался джем, поэтому можно добавить джем для контура, пока горячие. А сейчас дадим нашему печенью остыть и будем пробовать. Посмотрите, какое у нас красивое печенье получилось. Печенье получилось очень вкусное, рассыпчатое, нежное и ароматное. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, дорогие друзья. Я вам буду очень признательна. Делитесь со мной своими впечатлениями и эмоциями. Пишите в комментариях, как получается у вас. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Впереди нас с вами ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.